Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Сегодняшняя история, возможно, изменит ваше восприятие всего. В Южной Корее происходит нечто большое. Нечто, что, наконец, может защитить артистов, таких как Тэйон, от ненависти и лжи, преследующих их на протяжении многих лет. Сам президент выступил с заявлением, и то, что он сказал, потряс всю страну. Неужели это тот момент, когда справедливость, наконец, встанет на сторону Тэйона? Оставайтесь со мной, потому что то, что произойдет дальше, заставит вас замереть. В Южной Корее произошло серьезное движение. Движение, которое может изменить все для артистов и для Тэйона. Недавно президент страны сделал решительное заявление, которое потрясло всю индустрию развлечений. Он заявил, что правительство больше не будет считать онлайн-оскорбления и распространение ложной информации чем-то незначительным. С этого момента такие действия будут рассматриваться как серьезные преступления, подлежащие наказанию в соответствии с законом. Это не просто обновление политики, это переломный момент. Президент подчеркнул, что свобода слова не означает свободу разрушать жизнь или достоинство человека. Эти слова особенно трогательны для всех, кто наблюдал за бесконечной ненавистью, слухами и ложью в социальных сетях, особенно когда жертвой становится публичная фигура, которая ничего не делает, кроме как усердно трудиться, чтобы приносить радость миллионам. На протяжении многих лет фанаты Тэйона видели, насколько токсичным может быть интернет. Бывали моменты, когда его имя втягивали в безосновательные истории, ложные слухи, созданные ради внимания или кликов, или мимолетного интернет-драматизма. Многие из нас до сих пор помнят это чувство. Гнев, сорость, разочарование, когда видишь, как хороший и искренний человек, такой как Тэйон, становится мишенью лжи, которой он никогда не заслуживал. Однако, несмотря ни на что, он оставался спокойным. Он никогда не отвечал агрессией и не вступал в открытую конфронтацию. Сила его молчания, способность продолжать улыбаться и создавать красивое искусство и музыку стала инспирацией. Но в сердцах фанаты всегда знали – мир должен измениться. Теперь это изменение, возможно, наконец происходит. Послание президента ясно. Ненависть и ложная информация больше не будут прикрываться свободой выражения. Правительство планирует принимать решительные меры против тех, кто распространяет вредоносный контент в сети, чтобы защитить граждан и артистов. Это обещание встать на сторону справедливости, безопасности и истины. В индустрии развлечений это означает надежду. Надежду, что новое поколение идолов не столкнется с жестокими атаками, через которые прошел Тэйон. Надежда, что ложь и ненависть больше не останутся безнаказанными. Надежда, что фанаты больше не будут бороться в одиночку. Для фанатов Тэйона это ощущается лично, ведь мы видели своими глазами, как слова могут ранить, даже если они просто напечатаны на экране. Мы видели, как легко распространяется ложная информация и как трудно ее искоренить. Мы также видели, насколько он стойкий, как он продолжает идти вперед не с гневом, а спокойствием. Тэйон олицетворяет всю красоту силы молчания. Он никогда не позволял негативу определять себя. Он создавал искусство, которое говорило громче любых слухов. И теперь с новым шагом южнокорейского правительства, кажется, мир наконец начинает понимать то, что его фанаты знали все это время. Крепость, честность и любовь заслуживают защиты. Это не только про Тэйона. Это про каждого артиста, с которым обращались несправедливо, про каждого фаната, который сидел ночами, защищая своего кумира, про каждого человека, который верит, что интернет должен быть местом уважения, а не ненависти. Но для фанатов Тэйона сложно не думать о нем, когда слышишь слова президента, ведь он был одной из самых заметных жертв этой проблемы и одновременно одним из самых сильных, кто выстоял. Путь Тэйона через славу, ложные истории и молчание показал, что даже в шумном мире правда в конце концов побеждает. Момент принятия новой политики кажется почти поэтичным. Именно тогда, когда многие думали, что ничего не изменится, самый влиятельный голос страны наконец сказал «хватит». Как будто сама система начала защищать то, что мы ценим больше всего – человеческое достоинство. Тэйон заслуживает этой защиты. Каждый артист заслуживает ее, но наблюдать за этим моментом ощущается как справедливость, догоняющая любовь. Помогает мы и вступаем в эпоху, когда доброта громче ненависти, а правда длится дольше лжи. Потому что сколько бы ни пытался мир его сломить, Тэйон продолжает доказывать, что любовь, искренность и терпение сияют больше всего. И теперь высшее руководство Южной Кореи говорит то же самое – ненависти здесь больше нет места. Мир наблюдает, фанаты полны надежды. И впервые за долгое время ощущается обещание, которое говорит, люди, которых мы любим, артисты, дарящие нам свет, наконец будут защищены.
Для многих фанатов это ощущается как тихая победа, победа, которой боролись долгие годы. Каждый раз, когда Тэйон сталкивался с жестокими словами или ложными обвинениями, его сторонники стояли рядом с ним, защищая его любовью и правдой. Бывали ночи, когда трендинговые хэштеги были не ради драмы, а ради защиты. Фанаты становились его невидимой броней, защищая его имя, доброту, свет. И теперь, когда правительство решительно действует, кажется, их усилия наконец услышаны на национальном уровне. Сила истории Тэйона в том, что он никогда не терял веру в человечность. Даже когда интернет становился темным, он не отвечал ненавистью. Наоборот, он отвечал музыкой, артом, мягкими словами, которые исцеляют больше, чем причиняют боль. Его молчание не слабость, а сила в самой чистой форме. Теперь, когда Южная Корея движется к более безопасной онлайн-среде, многие фанаты верят, что это также дань уважения тем, кто страдал в тишине. Артистам, как Тэйон, которые учат всех, что любовь может быть громче жестокости. Эти изменения не сотрут прошлое, но дают надежду на будущее, где ни один артист не должен бороться в одиночку, где честность, наконец, учитывается, и где любовь, как у Тэйона, побеждает в конце концов. И, возможно, вот истинное послание всего этого. Слова имеют силу, но любовь имеет еще большую силу. Тэйон всегда показывал нам, что быть мягким – это не значит быть слабым. Это означает быть достаточно смелым, чтобы оставаться добрым в жестоком мире. И теперь с новым заколом эта доброта, наконец, получает защиту. Вот такая история, друзья, сильное напоминание, что правда и доброта всегда находят свой путь обратно, независимо от того, насколько темны обстоятельства. Что вы думаете о новом шаге Южной Кореи? Верите ли вы, что это действительно сможет защитить артистов, как Тэйон? Поделитесь своим мнением в комментариях. И если вам нравятся эксклюзивные обновления и такие истории, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Тэйон Fans и включить уведомления, чтобы не пропустить следующие моменты, которые отмечают силу и красоту Тэйона.